Всем привет, меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. Ну, как обычно, уже, я не знаю, наверное, по традиции ко мне прикоптил Санек и грозится чем-то, в очередной раз грозится чем-то там, да, удивить, чем-то там хочешь удивлять-то. Вон лежит. Вот лежит, говорит, вот этим я буду удивлять. Не знаю, сейчас мы что-нибудь сюда вот добавим и что-то получится. Все, вот как знаешь, нам обычно в комментариях пишут, вы винегрет все добавили и получилось оливье. Вот мы сегодня делаем очередное оливье с ребрами. Мясное такое, да, реберное оливье. Понятно? Начинаем готовить. Ну а теперь серьезно, давай. Да, на самом деле, уже по названию ролика вы поняли, что сегодня мы будем готовить ребрышки. Ребра у нас будут с барбекю соусом, который мы сами приготовим. Правильно? И приготовленные в барбекю. И, ну, в гриле, да, мы будем... Это дабл барбекю. Да, дабл барбекю. Для того, чтобы нам подготовить ребра к мариновке, да, необходимо снять с них вот эту белую пленку, потому что эта пленка, если вы ее не снимете, в противном случае не даст нашему маринаду проникнуть вглубь нашего кусочка. Сильно, да? Да, ну, да и тем более, когда мы будем кушать, чтобы у нас эти живлаки не попадали, чтобы мы не как корову ели, да, да, смаковали, да? Ну, смотрите, ножичком я поддеваю, немножечко делаю такой вот кармашек, просовываю палец, смотрите, и как в том фильме, одним движением руки, элегантные, да, элегантные джинсы превращаются в шорты. Да, ну у нас здесь просто вот что получается. Кстати, лишнее вот это вот я уберу. Короче, что мы делаем дальше? Мы хотим устроить эксперимент, это две ленточки ребер замариновать. Замаринуем достаточно просто. Это будут такие немного остро-пряные две ленточки. Это будет горчица такая, но она будет дижонская, немного вот, которая сладенькая такая. Она будет острить и в то же время сладость. Чесночку добавим. Остро-медовая она будет. Да. Чесночок, соль, перец. А вторые мы даже соль, перец не будем добавлять. Это мы все сделаем при жарке. Так, от пленки на ребрах мы избавились. Кстати, у нас, видите, на столе огромное количество разных ингредиентов. Мы же про них вообще ничего не рассказали. Соевый соус, уксус, что там, чеснок гранулированный, мед, имбирь. Сушеный, черный перец, томатная паста и копченая паприка. Как обычно, весь рецепт я распишу в конце ролика. Вот, поэтому все теперь вы увидите. Посыпай солью, перцем и натираем чесноком. Угу. Я точно знаю, что соли много сыпать не нужно, потому что ребра достаточно тонкие и они быстро просолятся. Прям, я думаю, достаточно. И переворачиваю. И то же самое с другой стороны. Берем перец и посыпаем перчиком. И немножечко вот так вот растираем. Переворачиваем. Теперь с этой стороны также перчим. Теперь добавляем свежий чесночок. Беру, так распределяю и стараюсь вот так вот помассировать, да? Втереть его, да, то есть, ну, чтобы он хотя бы прилип к нашим, к свиным ребрам. И также делаю с другой стороны. Ассистент, горчицу! Теперь дижонская горчица. Может также, в принципе, и подойти другая, обычная, да? Сильно остро? Не, правда. Ну, если... Но если без ничего, то она тогда достаточно пикантная, прям остренькая. Переворачивай. Кстати, этот рецепт можно использовать как на гриле, на мангале, в духовке, да, то есть... Самое главное, соблюдайте те же пропорции, которые вот и мы. И будет вам вкуснотища. Так, ребра замаринованные. Санек, я отставляю их в сторону. На сколько? Я скажу, минимум час, наверное, а так лучше 2. За 2 часа они будут промаринованы. Все. Прям вот при комнатной температуре. В холодильник мы не убираем. Как многие пишут в комментариях и говорят вообще, что мясо на углях солить и перчить только во время... Ну, приготовление, да? Во время приготовления на углях, да? Вот мы сделаем чисто для себя, для вас эксперимент. Одни будут замаринованы, сразу же посолены, поперчены, а это мы именно на углях будем солить, перчить. А теперь мы сделаем именно тот самый барбекю соус, которым мы будем глазировать уже во время жарки этих ребер. Плита, кастрюлька. И первым делом нам нужно будет обжарить лук. Лук мы нарезаем настолько тоненько, чтобы он растушился, растомился, да? Да, то есть он не должен будет чувствоваться, поэтому вот на такие. И настолько его миленько.
Короче, очень-очень-очень мелко крошим. Да ладно! Тём, учу и рассказываю, что мы будем делать. Давай, немного растительного масла, сразу же обжариваем лук, включаем огонек. Огонь не очень сильный, Так, масло немножечко, да? ну просто для обжарки. Сколько вы, смотря будете делать соусы, ну на 4 ребрышка, вот Причем они у нас- мы рекомендуем вот такой как... Кстати, общий вес ребер 2,5 килограмма. Мы это все должны прожарить, протушить, чтобы он практически растворялся. То есть, ну прям вот Нам зажарить от лука хорошо. нужен аромат фактически, Аромат, да? всё. Вот когда уже начинает коричневеть лук, Ну, это значит Он карамелизовался, карамелизовался и плюс Вот. он начинает коричневеть. Теперь добавляем 30 мл соевого соуса. да? Кстати, огонь нужно уменьшать. Да, то есть мы делаем уже практически минимальный. Теперь добавляем 3 таких с горочкой Ложки дижонской горчицы. чайной ложки Чайные горчицы. ложки. Перемешиваем. Размешиваем. Все это, все во время приготовления мы это все помешиваем, чтобы не пригорало ничего. Данный соус готовится по принципу манной каши. То есть нельзя отходить. А то либо сгорит, либо убежит. Да, Санек? Да. Смотри, мы добавим немного черного перца. О! Сухой чеснок в барбекю соусе всегда был. Добавляем также щепоточку, где-то вот четверть чайной ложечки. Немного сюда имбиря. Имбиря прям вообще Так, надо мало, потому что чуть-чуть. имбирь сильная специя, поэтому его много добавлять не Да. нужно. Ой, какой аромат потрясающий. 3 чайные ложки меда. Без горки. Без горки. Вот сейчас помешиваем и дожидаемся растворения меда. Но огонь, да, прям маленький-маленький должен быть. Отлично. Соус уже получается, мне кажется, хорош. Приобретать такую однородную массу. Вот добавляем теперь томатную Сколько? пасту. Сколько? Также 3-4 чайные ложки. Потихонечку вливаем воды просто до нужной консистенции, чтобы он был не совсем жидкий и не совсем густой. Вообще, почему барбекю соус? Да потому что в нем есть копченость. Откуда берется копченость? Это на мангале как раз на барбекю делают помидоры на гриле, делают перец на гриле, и все это добавляется сюда, перебивается, и оттуда запах копчености. Так как мы это делаем импровизированно дома, в домашних условиях, мы добавляем сюда чайную ложку копченой паприки. Это и будет и красивый цвет, И даст свою нотку копчения. и как раз будет нотка копчения. Все. Чуть-чуть еще водички добавляем. И теперь мы вытушиваем в течение приблизительно минут 5-7, да, где-то вот так вот. Что значит вываривать? Это должны быть маленькие-маленькие такие пузырики, не копчения, хотел сказать. Ну нет, маленькие бульки, пузырики, бульки такие, да. Вот на маленьких бульках. И обязательно пробуйте, что у вас получилось. Тём, я забыл. Небольшая кислинка должна быть. Это уксус. Да. Вливаем сколько Вливаем. миллилитров? Давай. Приблизительно где-то 10, где-то 10 миллилитров от 10 до 20, в зависимости от вашего количества. соуса, да? Так, ладненько, значит, мы доготавливаем и убираем его в стороночку ждать своего часа. Так, пока маринуется мясо, Хорошая штуковина. да, значит, пришло время распаковать гриль. Гриль собрали, не прошло у нас и часа. Очень, кстати, большой диаметр, 57 сантиметров, поэтому рецептов можно здесь приготовить огромное количество. — 15 минут, и угли будут готовы. Дело в том, что горчица имеет так или иначе сахар, да, и могут ребра подгореть. Поэтому мы их заворачиваем в фольгу и будем их доводить до кулинарной готовности именно в фольге, а потом уже колеровать, правильно? Один вариант у нас готов. Теперь второй вариант. Мы солим прямо перед тем, как закидывать ребра на гриль. Поэтому, Сань, давай. Солим, перчим. Вот. Сверху, Тём, давай сделаем вот так вот. Немножечко остриночки дадим, да? Чуть-чуть маслица. Так, масло еще. Так, масло оливковое, кстати. Так, я прям вот так раз, и ты размазываешь. Мне за кадром сейчас говорят, как надо правильно перчить. Перчить. Все, мимо. И высыпаем часть углей В одну сторону. и часть в другую сторону.
Так, теперь решетка. Готовить ребра мы будем приблизительно при 150, я думаю, градусов. 180. 180. 150, 180. Ну это идеально. 180, потому что обычно в духовке мы в домашних условиях готовим при 180. Гриль прогрелся. Насыпем немножечко яблоневой щепы, прям на брикеты сыпем. Без фольги мы Без будем фольги мы укладываем не на прямой жар, соответственно, для того, чтобы они у нас не сгорели. закрываем и заслонку убираем практически на все. Оставляем небольшие отверстия в заслонке, вот, чтобы у нас Сверху и снизу, то есть чтобы Сверху и приток снизу, да. воздуха был практически минимальный. минимальный. И температура у нас приблизительно держится 180-200 градусов. И тут появился Вован, да? Вот, как, слушай, продолжите фразу. Вот откуда ни возьмись, появился... Здесь Вован. Всем привет. Это вот мы час томили их при температуре от 180 до 160 градусов. Мы их убираем, мы переворачивали во время готовки их, конечно. Пару раз. И теперь мы их отсюда достаем. Так, А теперь мы сделаем прямое открытое пламя, то есть угли раскидаем аккуратно. и будем глазировать ребра. Теперь, когда заглазировали, мы закрываем крышкой и приблизительно по 5-7 минут будем с каждой стороны их томить. У нас осталось немного соуса, мы посмотрим, может быть, когда это все заглазируется, может быть, добавим второй слой глазури, чтобы более нажористо было. Ну, более сочно и Короче, более ждем тогда... температуру также приблизительно 50-170, да. Друзья, посмотрите, какие ребрышки получились. С этой стороны они хорошо подрумянились. О, красотища. Красота. Вот сейчас наносим уже тоненький слой Финальной глазировки. финальной глазировки, уже да, небольшой. И уже мы без крышки, то есть мы под крышкой их протомили. Теперь На без свежем крышки, воздухе, так На сказать. свежем воздухе пускай погуляют ребра. 2 минутки, буквально 3, да? 2 минутки, да, чтобы просто соус Схватился и все. Да. Так, это Горяченький еще. вариант у нас, которые были без фольги на прямом жаре. Ну, поехали. Реально аромат копчения очень сильно чувствуется. Я сам себе завидую. Это копченые ребра. Это реально копченые ребра по вкусу, да? Яблочко дало свой вкус, да? Да, это вот мы солили, получается, перед самой жаркой. То есть мы их не мариновали. Но по соли вот мне недостаточно. А мне огонь. Мне панировочка верхняя, вот эта глазурь очень нравится. Такой вкус дает. Бери, пробуй. А это вот как А вот раз... теперь в фольге, замаринованные в чесночно Горчичном горчичном соусе, да. Прям чувствуется сразу. они в фольге получаются более нежные. Слушай, у вашей собаки сегодня будет праздник. Ну, честно скажу, Да. мне второй вариант больше зашел. Прям вообще О, они нежнейшие. Да. Все-таки, Первый вариант надо погрызть. Так, знаешь, пожевать. да, это вот прямо мясо отходит. Смотрите, Если- смотри. Видите, как? Можно, знаешь, можно сравнить две кости. Да, и по кости видно. Но я могу сказать, что для меня ребра лучше замариновать. Вот это вот мой вердикт. Замаринованные ребра. Но, кстати, а копчение чувствуется больше не на маринованных, а вот на маринованных Они копчение были- меньше, они но более нежные. Они в более... фольге были, Санек, поэтому. Ну, как бы, тут на вкус и цвет. Мне нравится, вот я говорю, более замаринован. Слушай, ты поговори, мы поедим пока. Мне вообще все нравится, на самом деле. Реально, все вкусно. Просто потрясающе, я бы сказал. Изумительно. Шедеврально. И с первого раза мы приготовили Да. на гриле, и Да. все получилось. Ребят, если вам понравилось наше видео, обязательно подписывайтесь на канал Санька. Ссылку я оставлю внизу под этим видео.
Вот. Также на наш канал ставьте большие пальцы вверх. Да. Жирные большие Да. пальцы вверх. Вот. Пишите комментарии, задавайте любые вопросы и забегайте на наши соцсети. Ссылки на них я оставлю внизу. Также, то есть там Яндекс.Дзен, Телеграм, что там еще. ВКонтакте. ВКонтакте, даже я Одноклассники. Там группу тоже завел. лайки ставим, не забываем, Да. комментарии оставляем. Все это очень полезно. Да, очень помогает продвижению наших каналов. Поэтому всем удачи, пока и до новых вкусных встреч. И приготовьте себе такие ребра. Да. Обязательно. Пока. Всем пока.